Здравствуйте, дорогие друзья, и я приветствую всех любителей турбореактивной тяги. В этих посылочках, друзья, турбореактивные ништяки. Приехали они из города Калининграда, от моего коллеги по цеху, от видеоблогера. Большинство из вас, наверное, уже видели тот обзорчик, который уже давненько гуляет в интернете. Ну, кто не видел, ссылочку я оставлю в описании на канал Дениса. Канал называется Дэн Тюнинг. Сразу скажу, что это было найдено на металлоломе и путем нехитрой спецоперации доставлено ко мне в мастерскую. За что Денису просто гигантское спасибо, ребята. Я видел в комментариях под видео, что у нас с Денисом есть общие подписчики. И они сразу предложили, чтобы он отправил мне эти девайсы. Ну, на самом деле, Денис еще заранее со мной связался, еще до видео, и предложил переслать мне эти ништяки. А я буду радовать вас, друзья, турбореактивной тягой. В этом видеоролике также хочется прояснить ситуацию, почему до сих пор нет турбостартера на канале. Ну, в принципе, вот эта тема, она как продолжение турбостартера будет. Вот он здесь лежит разобранный по-прежнему, обязательно будет на канале. Но для начала нужно завершить турбовальный проект с титановой турбиной. Хотя, когда я распакую коробки, вы увидите, что здесь есть вещи и покруче, и более приспособленные для турбовальности. Ну, давайте же посмотрим, что тут у нас. Тут у нас качественная упаковка. Все в пенопласте. Вот. Если бы так, ребята, оно было упаковано на металлоломе, было бы вообще хорошо. Ну, да ладно. Смотрим. Интересно, многие ли угадали, что это такое? Вот так, с первого взгляда. Я думаю, немногие, и даже я год назад не знал бы, что это такое. Ну, сейчас я знаю. Так. Достаем, короче. Опа! Вот такая вещь, ребята. Вот такая. Это просто супер крутая штука. Сразу видно, что это турбина. Причем эта турбина горячая и не титановая. Вот она как раз таки могла бы переварить тот мой мощный двигатель модельный. Видите, здесь уже есть редуктор. И все можно было бы быстренько срастить и куда-нибудь поставить эту свободную турбину. Это как раз таки, ребят, недостающая часть для турбостартера. Он как раз таки должен вращать вот эту турбину свободную. А на этом конце есть шестерня, которая запускает, ну, либо там еще ряд шестерен, уже маршевый двигатель. Это очень ценная вещь. Здесь уже все продумано. Останется лишь приконнектить. Обратите внимание, есть заглушечки. То есть это было либо на хранении. Ну, Денис предполагает, что оно даже могло бы быть новым. То есть здесь как бы нет выработки на шестернях. Я не буду ничего утверждать. Я уже находил как-то с заглушками авиационную технику. Но оказалось, что она не новая. Но в очень хорошем рабочем состоянии. То есть вещи такие очень качественно делаются. Они не дешевые. И раньше их хранили. Но почему-то сейчас некоторые личности умудряются выбрасывать это на металлолом. Вот это, друзья, если попытаться купить на каком-нибудь американском сайте, может стоить $1000. Ну там вообще цены безумные. Может и больше стоить. В общем, цены непростые на эти вещи. Давайте рассмотрим турбинку повнимательнее. Во второй посылочке, конечно, там тоска, печаль есть. Просто, которая убивает наповал. Но здесь вроде бы все нормально с крыльчаткой. Это хорошие новости, ребят. Вот этот фланец должен подходить вот сюда. Должна заходить вовнутрь и должен становиться маленький зазор. Вот видите, так и получается. Зазор очень маленький стал.
Он даже, наверное, цепляться будет. Но это не беда. Здесь нанесен спецсостав, который должен вырабатываться и подгоняться зазор. Очень ценная деталь для наших проектов. Кстати, многие спрашивают, когда будут проекты. Ну, ребят, проекты будут обязательно. И все делается, но не так быстро, как хотелось бы. Но будет этим летом пару очень мощных, очень таких даже недешевых, я скажу, проектов. Надеюсь, вам понравится. И все будет эпично, все получится. Ну что, посмотрим другую посылочку. Я вот правда смотрю, что немножко угасает, по-моему, интерес по турбореактивной тяге. Ребята, напишите в комментариях, создайте пост, пролайкайте там его или продизлайкайте, я не знаю. Надо устроить какое-то голосование, чтобы понимать, настолько ли до сих пор актуальна турбореактивная тема. У меня есть несколько задумок интересных, которые, ну, не просто запуски двигателей, а именно использовать как-то это дело. И вот такие вещи мне в этом деле очень сильно помогут. Я считаю вообще, что в этом мире все непросто. Почему-то я занялся турбовальным двигателем. И вот, пожалуйста, сразу хлоп и на тебе свободная турбина. Я не знаю, как это работает, как это происходит, но вот это так и есть. Сами видите, так оно получается. Даже для меня как-то это странно осознавать. В прошлом году я случайно купил два реактивных двигателя, которые стоят, ну, очень много, новые, но я их купил по дешевке. А в этом году у меня уже просто огромные какие-то реактивные движки. Наверное, в следующем году еще больше будут. Я просто поражаюсь этому, как это все так происходит. Судьба какая-то просто, ребят. Мне даже просто интересно это анализировать со стороны. В принципе, сейчас в интернете есть в продаже турбостартер очень дешевый. Можно его приобрести на Авито. Кому интересно, можете посмотреть, набрать турбостартер. Может, кому-то интересно будет купить. Ну, у меня уже этих реактивных движков уже просто до чертиков. Надо их использовать, поэтому, наверное, на покупку я особо тратить уже не буду. Хотя, кто знает, ребят, такое ощущение, что много реактивной тяги не бывает. Лично мне очень интересно это все по-прежнему. Так, смотрим, что здесь. Здесь у нас опять качественная упаковка. Распаковываем. Красота, да и только. Красота, ляпота. Достаем. Придется немножко поработать ножичком. Здесь у нас турбостартер целиком. Есть здесь негативные моменты, причем очень негативные. Сейчас я вам покажу. Ну, сами понимаете, вещь футболяли по металлолому. В принципе, дай бог здоровья тому человеку, который это все сдал, потому что иначе оно бы у нас не появилось на канале. Вот. Но, конечно, так нельзя, друзья. Если свободная турбина, она внутри, и так она, скажем, недоступная, то здесь крыльчаточка пострадала, причем пострадала, видите как. Не знаю, зачем вот это нужно было делать и чем это делали, и можно ли это как-то восстановить. Ума не приложу. Здесь вот как-то лопасти странно загнуты. И здесь позагнуты лопасти. Ну, что говорить, футболяли. Футболяли его по металлолому. Здесь тоже вот есть на выходе из камеры сгора. Но это вообще ерунда. Это никаких проблем. Ну, а тут даже штампы не выгоревшие. Вот интересно. Может быть, даже он новенький, этот турбостартер, либо полуновый какой-то, я не знаю. Кстати, хочется услышать ваше мнение в комментариях, можно ли вот это исправить, безобразие. Я хочу попробовать наварить тиг сваркой, ну и обточить. В принципе, и балансировка сильно не должна пострадать. Я думаю, я смогу попасть в эти размеры. Здесь тонкое тело, оно не тяжелое. Ну, конечно, вандалы постарались. И вот здесь шпилечка загнута.
Кстати, с лопаткой два варианта. Либо заварить попробовать, либо попробовать с обратной стороны сделать то же самое. Ну, то есть отпилить немножко. И таким образом сбалансировать. Да, это, конечно, не то. Ну, я думаю, тут не такой уж большой дисбаланс можно этим внести. Конечно, печально, печально. Кстати, вот этой штуки не было в комплекте, но благо она у меня есть. Такую трудно выточить, что жаропрочка тут кругом. Получается, что два теперь турбо. Когда мы это все начнем запускать, есть шанс повредить турбину, например. Когда есть запас, это очень хорошо. Ну вот, одна лопаточка, блин, пострадала. Кстати, ребят, эти турбостартеры разные. Вот этот и мой TS21, а тот, что у меня, TS20B. Турбостартеры немножко разные. По идее, этот на керосине должен работать. Вот, а этот бензиныч на бензине. То есть тут какой-то розжиг должен быть. Ну, честно говоря, я и сам не знаю, ребят. Не разбирался. Будем разбираться и смотреть. Вот тут тоже видно, корпус пострадал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вот видно, устали они откручивать. Чуть-чуть расконтрили и плюнули на это дело. Это очень хорошо. Для нас это просто великолепно. Здесь как-то тоже его подпалили, по-моему, резаком. Но в целом отличный агрегат, ребят. Просто фантастика. Смотрим на турбины. Как-то здесь лопатки по-другому выполнены. Вот. У меня не видно никаких штампов. А здесь видно. Ладно, посмотрим. Надеюсь, смогу восстановить лопатку. Есть очень хорошая присадка у меня. Очень дорогая. Хастилой. Можно будет попробовать тиг сварочкой припаять, приварить вот здесь и обточить, аккуратненько восстановить. На кончике страшно только тем, что может она обратно отгореть при высокой температуре. Но буду варить нержавеечкой, восстанавливать. Надеюсь, удастся восстановить. Вот, разработались подшипники. Все вращается. Все хорошо. Нужно будет опять же разбирать. Очень много работы, друзья. Ну, а куда деваться? Надо делать и заниматься. В общем, какие-то такие новости получаются. Когда же будет это все на канале, я вам точно не могу сказать. Ну, по-любому летом все будет. В этом году. Похоже, ребята, он все-таки новый. Вам, скорее всего, видно не будет. Но вот там в глубине я вижу, что форсунки, они даже не закопченные. То есть они блестят, блестящие и новенькие. Естественно, при любом запуске там была бы копоть. А так как там у них поверхность глянцевая, блестящая, она бы закоптилась, и это все было бы видно. Кому интересно еще посмотреть немножечко турбореактивной тяги, перейдите на канал Дениса и полюбопытствуйте. Ссылочки в описании. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока.